Всем привет! Сегодня я готовлю печеночный рулет. Любители печени, присоединяйтесь. Для рецепта нам потребуется килограмм печени, 3 головки репчатого лука, свежий укроп, морковь, сливочное масло, мука и специи. Печень я уже заранее вымочила в холодной воде. Я ее вымачивала около 8 часов. Печень я уже покупала порезанную на пластинки. Печеночку буду отваривать в воде. Ее можно также обжарить, но тогда она получается очень грубоватая в рулете. Поэтому лучше отваривать. Я режу на вот такие вот большие квадратики. Печень очень важно не переварить. С момента закипания я ее буду варить ровно 5 минут. Толщиной она у меня приблизительно 1 сантиметр. Пока печень отваривается, подготовим другие ингредиенты. Порежем лук. Лук можно резать крупно, так как мы его все равно будем перемалывать. У меня 3 объемные головки лука. Лук придает особую сочность и аромат рулету. Но если вы не любите лука, можете добавить по минимуму. Натираю на крупной терке одну морковь. У меня большая объемная морковь. Овощи не накладываем друг на друга, так выкладываем аккуратненько горочкой. Также нам потребуется свежий укропчик. Режем меленько. Ну и, конечно же, чесночок. 3 зубчика чесночка. Можно натереть на терке или мелко порезать. Мне больше нравится порезанный чеснок. Печенка отварилась. Отставляю в сторонку. Беру глубокую сковороду. В сковороду отправляю 100 мл подсолнечного рафинированного масла. Масло нужно будет довести до кипения. В кипящее масло отправлю 2 столовые ложки муки. Муку нужно будет пережарить до коричневого цвета. Старайтесь придерживаться рецепта, тогда все у вас получится. Муку обязательно хорошо прожариваем. Стараемся все время помешивать, так чтобы мука не пригорела. В обжаренную муку отправляю лук.
Лучок нужно будет обжарить. В обжаренный лук отправляю морковь. В обжаренную массу отправляю 50 грамм сливочного масла. Овощи отлично прожарились, отключаю плиту. Обжаренную массу выкладываю в печень. Солю по вкусу. Перчу. Печеночную массу измельчаю блендером. Печеночную массу также можно 2 раза прокрутить через мясорубку, но для меня блендером удобнее. Печенка отлично пропюрировалась. По консистенции она должна быть очень однородной. Отставляю в сторонку, остудить до комнатной температуры. Пока печеночка остывает, приготовим начинку. Начинка состоит из 100 граммов сливочного масла, немножечко соли по вкусу, пучок укропа мелко порезанного и чесночок. Все это нужно будет хорошо перемешать. У меня масло недостаточно мягкое, поэтому я это все мешаю руками. В эту массу можно еще добавить немножечко петрушечки, но я не стала этого делать. Это дело вкуса. Можете добавить любые травки, которые вам по вкусу. Так, еще немножечко приперчить. Вот такая симпатичная помазушка у нас получилась. Паштет остыл до комнатной температуры. Печеночную массу буду раскладывать на рукав для запекания. Рукав я разрезала вдоль. У меня получился такой прямоугольник. Выкладываю паштет. Паштет нужно будет хорошо разровнять. Я перчатки немножечко смачиваю в подсолнечном масле, так, чтобы паштет не прилипал. И выравниваю квадрат. Так, что мы делаем теперь? На поверхность печеночного пласта выкладываю укропное маслечко. Я это масло могу есть просто так. Оно такое вкусное, такое ароматное. Ну и вот так вот стараемся маслечко
распределить по рулету. Можно побольше было добавить масла, но я не люблю, когда слишком все жирно. Жир очень портит фигуру, поэтому нам, девочкам, нужно ее стараться соблюдать, поэтому делаем все таким тоненьким слоем. Но я вас, конечно, не призываю к этому. Кому нравится пожирнее, пожалуйста. Ну и теперь нам нужно будет это все скрутить в рулет. Приподнимаю краешки рукавчика и вот так начинаю подкручивать. Немножечко поджимаю, слегка, не сильно. Рулет очень хорошо отстает от пленки. Если вы переживаете, что ваш рулет не отстанет от пленочки, можете смазать ее растительным маслом. Я этого не делаю. Ну и вот так симпатюльно заворачиваем. Если ваш рулет получился немножечко пористым, можно вот так вот ножичком исправить все эти неровности и шероховатости. Ну и теперь рулет нам нужно будет скрутить в конфетку и отправить в холодильник. Он должен хорошо застыть. Старайтесь вот так вот сильно не поджимать, потому что печенка очень нежный продукт. Теперь нужно будет хорошо скрепить рулетик, завязать. Я это делаю с помощью ленточек от рукава для запекания. Я просто отрезала полосочки тоненькие и сейчас буду вот так завязывать. И также поступаю с другой стороной. Готовый печеночный рулет охлаждаю в холодильнике приблизительно 6 часов. Рулет простоял около 10 часов в холодильнике. Сейчас я его освобожу от пленки. Вот такой симпатичный рулетик у нас с вами получился. А какие приятные ароматы исходят от этого рулета. Сейчас я его нарежу тонкими ломтиками. Рулет очень нежный по структуре получился.
Рулетик очень легко нарезается. Рулет отлично держит форму. Все получилось так, как я хотела. Непременно приготовьте этот вкуснейший рулет. Если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До следующих видео. Пока!